Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Предлагаю вам связать вот такие простые, но очень удобные слитки крючком. Они сидят на ноге, как влитые. Слитки вяжутся крючком, столбиками в раскол, без единого шва и без обрыва нити. Даже обвязку будем выполнять без обрыва нити. Слитки можно назвать модель унисекс. Они подойдут как и на женскую ножку, так и на мужскую. Я вяжу слитки из довольно толстой пряжи, толстым крючком, поэтому они получаются такие толстые, мягкие, пышные, очень теплые и вяжутся очень быстро. Я использую пряжу Alize Superlana Maxi. Здесь моточек 100 грамм, в нем 100 метров. А здесь совсем небольшой процент шерсти, 25% шерсти, остальное акрил, поэтому эта пряжа довольно бюджетная. И использую крючок номер 7. Только для обвязки вам потребуется крючок. Можно использовать, я беру 4,5, можно взять пятерку или шестерку, в зависимости от того, какого натяжения вам нужна обвязка сверху слитка. В этом видео для примера я вяжу слитки 39 размера. Для вязания на этот размер у меня ушло 120 грамм пряжи, то есть чуть больше одного мотка. Учтите это. Если у вас будет размер меньше, то возможно хватит и одного мотка. Если больше, то пряжи уйдет больше. И, конечно же, чтобы связать следок по своим меркам, по своему размеру, нужно снять мерки. Можно просто очертить стопу на листе и замерить ширину. Вот у меня ширина 9,5 сантиметров и длину стопы. Длина 24,5 сантиметров. В этом видео я буду также рассказывать, как связать следок по своим меркам, то есть вы можете поменять и ширину, связать на более полную ножку следок, и, конечно же, в длину увеличить следок или уменьшить и связать следок на размер больше или на размер меньше. У меня следки вот 39 размер, как вы видите, как раз по моей мерке, но они такие довольно тянутся хорошо. Думаю, 39 и даже 40 размер будет как раз. Начинаю вязать слитки и вначале делаю начальное кольцо из нити, оборачивая нить вокруг пальцев. Далее вкалываю крючок, ввожу в центр кольца, вытягиваю петельку и провязываю первую петлю подъема. Далее начинаю вязать первый ряд и в первом ряду провязываю 6 столбиков из начального кольца. Вяжем столбики достаточно свободно. 3, 4, 5 и 6 столбик без накида. Теперь берем за кончик нити и затягиваем начальное кольцо. Далее сразу переходим к вязанию второго ряда. Ряды будем вязать по спирали. И так как начало и завершение ряда будет практически незаметно, первый столбик ряда необходимо отмечать маркером. В первом ряду провяжем обычные столбики, вводя крючок просто за полупетли столбиков предыдущего ряда. Со следующего ряда будем вязать столбики в раскол. На первой петле провязываем один столбик, сразу его отмечаем маркером как начало вязания второго ряда. И из этой же петли провязываем еще один столбик. Из следующей петли вводим крючок за 2 полупетельки, как обычно, провязываем один столбик без накида. Отмечаем этот столбик тоже маркером. Это будет первая боковая сторона. Из следующей петли, получается третьей петли, провязываем 2 столбика без накида. Из четвертой петли провязываем тоже 2 столбика без накида. Из пятой 1 столбик, отмечаем этот столбик как
центр второй боковой стороны. И из 6 петли провязываем 2 столбика без накида. Получается, во втором ряду мы провязали 10 столбиков. И сразу переходим на вязание третьего ряда. Вот на отмеченной петле маркером будем вязать столбик. Столбики будем в третьем ряду уже вязать в раскол. И в третьем ряду прибавок не будем. Прибавки по боковым сторонам будем делать через ряд. Вводим крючок, вот вы видите, вершина столбика, 2 ножки столбика. Вводим крючок с лицевой стороны между двух ножек. И смотрите, чтобы с обратной стороны крючок тоже вышел между двумя ножками. Немного помогаем и провязываем столбик в раскол. Чтобы столбики вязались легче, необходимо вначале вытягивать петлю свободно, а верхнюю петлю не растягивать. Первый столбик ряда отмечаем маркером. Начало вязания третьего ряда. И так далее вяжем крючком, вводя крючок в центр столбиков в раскол. И в третьем ряду провязываем также 10 столбиков. И маркеры просто переносим. В этом ряду прибавок не делаем. Я закончила вязать третий ряд, провязала 10 столбиков и как раз довязала до первой петли, отмеченной маркером. Начинаю вязать четвертый ряд. В четвертом ряду будем вязать столбики немножко другим способом. Вводим крючок между первыми двумя ножками, но с изнанки крючок должен уходить вправо, а 2 ножки оставаться с левой стороны. И провязываем столбик без накида. Получается, у нас с лицевой стороны столбик как будто бы связан в раскол, но уходит немножко вправо. Это необходимо для того, чтобы вязание столбиков в раскол не косило. И будем каждый раз чередовать, то есть ряды будем чередовать. Один ряд столбиков в раскол, а один ряд столбиков только за правую ножку. Первую петлю отмечаем маркером и приступаем к вязанию четвертого ряда. В четвертом ряду здесь провязали вот один столбик. Далее вот на следующем столбике перед маркером, получается, делаем прибавку. Вводим крючок здесь уже только за правую ножку и провязываем 2 столбика без накида. Вяжем столбики, вытягивая вот первую петельку свободно, чтобы в следующем ряду легко вязались столбики в раскол, но верхнюю петельку не растягиваем. Далее петля, отмеченная маркером, это центр боковой стороны, тоже за правую ножку вводим и провязываем вершину. Отмечаем маркером. Далее после маркера вторая прибавка, 2 столбика из одной петли. Далее идет 2 столбика. И по второй боковой стороне делаем прибавку перед и после маркером. Провязываем 2 столбика. Затем петля, отмеченная маркером. За правую дужку вводим крючок и провязываем столбик. Помечаем петлю маркером. Вторая боковая сторона, центр. И после маркера делаем вторую прибавку. И остается еще один столбик. И сразу переходим на вязание 5-го ряда. В 4-м ряду, если посчитать, мы провязали 14 столбиков. В 5-м ряду
Прибавки не делаем, вяжем то же количество столбиков, но столбики вяжем в раскол. То есть вводим крючок между двумя ножками и спереди, и сзади. И провязываем, свободно вытягивая петлю, верхнюю петлю не растягиваем. Ставим маркер начала вязания 5-го ряда и провязываем 14 столбиков, перенося маркеры. Закончила вязать 5-й ряд, дошла до маркера, отмечающего начало вязания, и приступаю к вязанию 6-го ряда. В 6-м ряду делаем прибавки и вяжем столбики только за правую дужку, то есть чередуем ряд столбиков в раскол, ряд столбиков только за правую ножку. Вводим крючок за ножку, вот с обратной стороны 2 ножки остаются слева, и провязываем столбик. Отмечаем первую петлю, начало вязания 6-го ряда, и в 6-м ряду в начале провязываем вот 2 столбика без прибавок, только за правые ножки, и на 3-й петле, на 3-м столбике делаем прибавку перед маркером, 1 и 2 столбик. Далее петля, отмеченная маркером, центр первой боковой стороны, тоже провязываем только за одну ножку. Переносим маркер, сразу после маркера делаем вторую прибавку. Из одного столбика 2 столбика. Смотрите, вытягивайте свободнее первую петлю, вторую не растягивайте сверху. И далее вяжем столбики по стороне. 1, 2, 3, 4 столбика. И перед маркером делаем прибавку 1 и 2 столбик. Вторая боковая сторона, центр, отмеченная петля, 1 столбик. Переносим маркер. После маркера делаем прибавку 2 столбика. И остается у нас 2 столбика до завершения 6-го ряда. В 6-м ряду провязано 18 столбиков. Сразу переходим к 7-му ряду. В 7-м ряду прибавок нет, то есть тоже провязываем 18 столбиков, вяжем столбики в раскол, и спереди и сзади крючок проходит между двумя ножками. Вытягиваем свободно петлю, вверх не растягиваем. Первую петлю отмечаем и продолжаем вязать 7-й ряд, перенося маркеры. Я закончила вязать 7-й ряд. В 7-м ряду было провязано 18 столбиков. Перехожу к вязанию 8-го ряда. В 8-м ряду буду вязать столбики только за правую дужку, так как в предыдущем ряду вязание было в раскол. И вначале провязываю 1, переношу сразу маркер на первую петлю, как начало вязания ряда, и далее еще 2 столбика без прибавок. То есть в начале 3 столбика идет из каждого столбика, и получается на 4-м перед маркером делаем прибавку, провязываем 2 столбика, центр боковой стороны провязываем столбик, отмечаем маркером. После сразу делаем прибавку, из одного столбика 2 столбика провязываем, и по стороне здесь уже вяжем 6 столбиков без накида. Только за правые ножки вводим крючок. 5-й, 6-й. На следующем прибавка 1, 2, 2 прибавка. Далее отмеченная маркером петля, центр 2-й боковой стороны, 1 столбик. Переносим маркер
После маркера идет прибавка, 2 столбика из одного столбика, и остается 3 столбика до завершения ряда. Далее перехожу к вязанию 9 ряда. Вот с первой петли и в 9 ряду вяжу столбики в раскол. То же самое количество столбиков, у нас уже 22 столбика в 9 ряду. И провязываю этот ряд, переношу маркеры на те же места. Вяжем, вытягивая петельку первую, сверху петельку не растягиваем. Вяжем столбики в раскол. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать 9 ряд. В 9 ряду провязано 22 столбика, и теперь сверяюсь вот со своей выкройкой стопы, так сказать. И смотрите, вот уже мысок расширился до нужной ширины стопы, то есть в ширину 9,5 сантиметров. И далее я продолжаю вязать следок прямо, без прибавок, до взъема стопы. Взъем стопы — это самая высокая часть стопы. Если у вас высокий взъем, то необходимо еще сделать прибавки для расширения взъема стопы. У меня не очень высокий взъем, поэтому здесь я сделала всего лишь одну прибавку. Эта прибавка у меня в 21 ряду сделана, поэтому до 21 ряда я вяжу столбики, чередуя ряды столбиков, один ряд столбиков в раскол, один ряд только за правую ножку. Вот я закончила вязать ряд столбиков в раскол, теперь вяжу столбики за правую ножку. Обязательно переносим маркеры начала вязания и по боковым сторонам. Эти маркеры нам еще пригодятся. Итак, продолжаю вязать следок, чередуя ряды столбиков в раскол и только за правую ножку до 20 ряда. В 21 ряду буду делать прибавку для взъема стопы. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала 20 круговых рядов. Вот такой получился следок. Длина от кончика вот получается 14 сантиметров. Сейчас еще провяжу 2 ряда и буду формировать уже вырез по верхней части, то есть оставлять отверстие для ноги. И сейчас в 21 ряду я сделаю пару прибавок для взъема ноги, то есть чтобы в этом месте следок вам не давил по ноге, если у вас высокий взъем. Я сделаю всего в одном ряду 2 прибавки по верхней части. Если у вас взъем более высокий, то можете сделать больше прибавок. Если ножка худенькая, взъема нет, то можно вообще не делать прибавки. В 20 ряду я провязывала столбики за правую, только за правую ножку, не в раскол. В 21 ряду буду вязать уже столбики в раскол. Обязательно чередуйте ряды, чтобы не косило вязание. Вот так вот косит вязание, если вязать столбики только в раскол. И получается, что они смещаются в левую сторону, и вязание выглядит некрасиво. Итак, приступаю к вязанию 21 ряда. Здесь у меня столбик отмечает начало ряда. Пока еще этот маркер я не убираю. Провязываю столбики в раскол до следующего маркера. Я для себя определила, что у меня вот где маркер начала ряда — это нижняя часть, обратная сторона — это верхняя часть следка. И именно здесь будет разрез для ноги. Поэтому я провязываю без прибавок столбики до маркера, ввожу крючок между двух ножек, слежу, чтобы на обратной стороне тоже крючок выходил между двух ножек, и провязываю столбики. Стараюсь повыше вытянуть вот первую петельку, а сверху петелька не должна
быть сильно растянуто. Далее провязываю столбик, отмеченный маркером, отмечающий центр боковой стороны. И сразу после маркера делаю прибавку. Из одного столбика провязываю 2 столбика. Далее вяжу столбики тоже как обычно. И перед вторым маркером, здесь тоже получается по верхней стороне, вот на столбике перед маркером сделаю прибавку. Получается, что у меня верхняя часть увеличится на 2 столбика. И так довязываю 21 ряд до маркера, отмечающего начало ряда. Я довязала 21 ряд. В 21 ряду количество столбиков увеличилось с 22 до 24. И начинаю вязать 22 ряд. В 22 ряду не буду делать прибавок и вяжу столбики только за правую, вводя крючок за правую ножку столбиков предыдущего ряда, то есть не в раскол. Тоже отмечаю здесь начало ряда и здесь не делаю прибавок в этом ряду. Если вам нужно сделать больше прибавок, то можете и в этом ряду провязать прибавки на верхней части. Здесь провязали, допустим, столбик, отмеченный маркером, центр боковой стороны, и на следующем столбике можете сделать прибавку. Но я буду провязывать без прибавок, только столбики по кругу. Закончив вязать 22 ряд, начинаю 23 ряд, и в 23 ряду уже буду формировать разрез по верхней части слитка. И смотрите, здесь у меня следок провязан в длину до разреза вот 15,5 сантиметров. Если у вас больший размер, то возможно вам, или другая плотность вязания, то возможно вам нужно провязать эту часть длиннее, или если у вас меньший размер, то можете провязать короче, то есть сделать меньше рядов, и далее уже формировать верхнюю часть. 23 ряд начинаю, и здесь уже вяжу столбики в раскол. То есть в предыдущем ряду у меня только за правую ножку, здесь уже чередую ряды, вяжу столбики в раскол. Отмечаю первую петлю. Далее вяжу столбики до маркера. Здесь получается от начала ряда 6 столбиков до маркера, до петли центра боковой стороны. Провязываю 6 столбиков. Эту петлю тоже провязываю. Можно также оставить пока маркер, он пока нужен. И далее смотрите, переходим на вязание по верхней части. Здесь необходимо разделить столбики так, чтобы выделить центральные петли для выреза по верхней части, для ноги. Я уже разделила и провяжу 4 столбика вот после маркера. 4 столбика остаются для выреза и 4 петли остаются на вторую сторону. Итак, провязываю после маркера 4 столбика, тоже вяжем в раскол. 3, 4 и далее поворачиваю вязание в обратном направлении. То есть теперь мы нижнюю часть слитка будем вязать прямыми и обратными рядами. Начинаю ряд с одной воздушной петли, и эта петля будет считаться как за один столбик. Далее начинаю вязать, и здесь уже просто буду вязать столбики всегда в раскол. Здесь с обратной стороны
вкалываем крючок вот между ножками, и крючок проходит с изнанки, то есть с обратной стороны тоже между двумя ножками столбика, и провязываю столбик без накида. И в 24 ряду я провязываю столбики до вот маркера, который отмечает вторую боковую сторону, и после маркера 4 столбика. Я посчитала, у меня должно получиться 20 столбиков в этом в 24 ряду. Пока маркеры можно не убирать, но потом они уже не понадобятся. Я их просто вот передвину. А маркер, который отмечает начало из ряда, уже можно будет убрать. Он уже не нужен, так как дальше у нас начало ряда будет сторона слитка. Итак, я довязала столбики до второго маркера, означающего вторую боковую сторону. Провязываю на отмеченной петле столбик, тоже в раскол. И далее после столбика тоже провязываю 4 столбика, как и по первой стороне. Третий и 4 столбик. Между сторонами вот у меня остается 1, 2, 3, 4 петли. Так, 1, 2, 3, 4. Да. И теперь разворачиваю вязание. Здесь у меня получается 19 столбиков плюс 1 воздушная петля, но она тоже считается как за столбик, так как вяжется вместо первого столбика. Здесь я обратно начинаю вязать 25 ряд, 1 воздушная петля, и провязываю столбики в обратном направлении. Тоже ввожу крючок в раскол столбики и провязываю в обратном направлении 19 столбиков. Здесь в принципе вот эти маркеры можно уже убрать, они уже не нужны. При вязании поворотными рядами узор немножко выглядит вот этих вот галочек иначе, но все же он сочетается с узором по передней части. Далее я вяжу вот эту вот нижнюю часть слитка почти до пятки, то есть на длину слитка, но не доходя до пятки 2,5-3 сантиметра. Вот смотрите, сейчас у меня провязано вот 17 сантиметров, примерно до 22 или до 21, ну скорее всего 22 сантиметра я на эту длину буду вязать следок. Далее уже пара сантиметров пойдет на пятку. Вот вы видите, вывязывается пяточка, и эти 2 сантиметра тоже уйдут на длину. Если мы свяжем сразу нижнюю часть на полную длину, потом вывяжем пятку, то следок будет большой по размеру. Заканчиваю вязать 25 ряд, и в конце ряда не пропустите 19 столбик. Лучше всего каждый ряд считать количество столбиков, чтобы у вас не сбивалось вязание. И в конце ряда вот вы видите вот эту шишечку, это получается вершина, или точнее сердцевина столбика первого, и вводим крючок, можно сказать, за 2 кромочные петельки и провязываем вот столбик без накида. Поворачиваем вязание, начинаем новый ряд с 1 воздушной петли и вновь продолжаем вязать столбики в раскол. Вот она, сердцевина столбика,
между ножками вкалываем крючок и на изнанке тоже между двумя ниточками должен пройти крючок. И так провязываем столбики в обратном направлении. Я связала следок, нижнюю часть следка поворотными рядами на длину следка. Вот если замерять по стопе, то не доходя 2 сантиметра до пятки. И сейчас буду приступать к вывязыванию пятки. И смотрите, я общее количество петель разделила на 3 части. У меня, если считать, что первая воздушная петля это тоже столбик, всего 20 столбиков, то с одной стороны я оставила 7 столбиков, со второй стороны 7 столбиков и по центру 6 столбиков. И как раз по длине эта часть равна длине пяточки. И чтобы слева и справа у вас обязательно было ровное количество петель. И начинаем вывязывать пятку. Первая петля воздушная петля подъема. Далее провязываю столбики, вяжу столбики также в раскол и провязываю столбики, вот не доходя вот одну петлю до маркера, до второго маркера. Первый маркер сейчас провязываем просто пропуская его, то есть над ним просто вяжем столбик. И значит я провязываю в начале, считаю 1 воздушная петля, и здесь получается далее 6 столбиков, 1 воздушная петля считаю тоже как за столбик, чтобы не сбиться. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. И далее, вот видите, отмеченная петля, и вот этот столбик уже идет как столбик пяточки. 1, 2, 3, третий столбик пятки, 4, 5 столбик пятки, и далее 6 столбик пятки и 7 столбик со следующей стороны вяжем вместе. Для этого вводим крючок в раскол, в 1 столбик вытягиваем петлю, во 2 столбик в раскол вытягиваем петлю и провязываем 2 столбика вместе. Теперь уже маркер можно убрать. Разворачиваем вязание, делаем 1 воздушную петлю. И теперь смотрите, в обратном направлении провязываю до маркера. 1, 2, 3, 4. И далее 5 и 6 столбик провязываю вместе. Здесь получается 1 воздушная петля вместо первого столбика. То есть по сути я провязываю 1 воздушная петля плюс 4 столбика. Тоже вяжем столбики в раскол. Продолжаем узор вязания столбиков в раскол. 1, 2, 3, 4. И далее вот отмеченный столбик, 5 и 6 столбик вяжем вместе. Тоже вводим в 5 и в 6 столбик в раскол крючок, вытягиваем петли, затем делаем общую вершину. Поворачиваем вязание, 1 воздушная петля, и здесь уже можно без маркера сориентироваться. 1 воздушная петля, 1, 2, 3, 4 столбика вместе, и 5 и следующий 6 столбик со стороны провязываем вместе. Вводим крючок также в раскол. 1, 2, 3, 4. Далее вводим крючок в крайний столбик пяточки, вытягиваем петлю и далее в следующий столбик по стороне.
вытягиваем петлю, затем общую вершину столбика. И получается, что у нас одна петля со стороны уходит, то есть один столбик. И вот это место сокращается. Поворачиваем вязание, повторяем те же самые действия. Одна воздушная петля. Далее вот видим следующая вершина столбика. Провязываем также в раскол. Раз, два, три, 4 столбика в раскол. И теперь пятый столбик и шестой вяжем вместе. Заводим крючок вот за 2 полупетельки, тут получается с краю, и в центр следующего столбика по стороне. И провязываем общую вершину. Итак, поворотными рядами вывязываем пяточку, пока у нас вязание не дойдет до верхней части двух сторон. С одной и со второй стороны у нас все петли уйдут при провязывании пятки. Заканчиваю вязать последние ряды пятки, и здесь провязываю 2 столбика вместе, предпоследний ряд. Вначале вытягиваю петлю из края последнего столбика пятки, и здесь получается уже как из кромки боковой стороны тоже вытягиваю петлю, провязываю 2 столбика вместе, разворачиваю вязание, 1 воздушная петля, и здесь последний ряд уже провязываю. Он немного выше пойдет, чем боковая сторона, но это даже будет к лучшему, чтобы пяточка была немножко выше, чем основная часть. 2, 3, 4 и пятый и шестой столбик с боковой стороны вот уже идет из кромки, провязываем вместе. И все, на этом вязание основной части слитка завершено. Далее только остается сделать обвязку по краю и оформить вот верхний вырез. И для этого я использую крючок чуть поменьше номером. Для обвязки сверху я использую крючок номер 4,5, чтобы обвязка была более плотной и лучше держала форму. Поэтому я меняю крючок. Если вы хотите, чтобы здесь было свободнее, то можете продолжать вязать тем же крючком, либо взять просто на номер меньше. Здесь вот у меня 7, можно взять крючок номер 6 или номер 5. Попробуйте, как вам будет лучше по ощущениям. И теперь сразу перехожу к обвязке без обрыва нити. Набираю 2 воздушные петли, ввожу крючок вот в первую петельку и ввожу крючок в кромку. Вытягиваю петлю, теперь провязываю по 2 петли с крючка. Раз, два. Теперь ввожу крючок, вот идет вот такая вот вертикальная ниточка, если расположить следок вертикально. Ввожу крючок за эту ниточку и прокалываю вязание насквозь. И с обратной стороны вытягиваю петлю на крючок. Далее в следующую кромочную петлю ввожу крючок, вытягиваю петлю и далее провязываю набранные петли за 2 раза по 2. Раз, два. Повторяю. Вот она идет петелька предыдущего ряда. Ввожу за ниточку и прокалываю вязание насквозь. С обратной стороны захватываю и вытягиваю петельку. Далее в следующую кромку ввожу крючок и вытягиваю третью петлю, по 2 петли провязываю набранные петли с крючка и повторяю. В петлю, в кромку и провязываю по 2 петли. И вот вы видите,
образуются косички петелек по верхнему краю слитка. И так провязываю по всему вырезу, по кругу. И покажу, как завершить и соединить обвязку в кольцо. В конце соединяю обвязку в кольцо так, чтобы не было заметно места стыка. Я уже обрезала нить и протягиваю сквозь последнюю петлю отрезок нити. Теперь с помощью того же крючка протягиваю сквозь 2 верхние полупетельки ниточку на себя. Теперь смотрите, вот идут 2 петельки обвязки. Вкалываю в крючок в центр второй петельки и в центр первой петельки. Подхватываю отрезок нити и протягиваю через 2 петельки. То есть делаем как стежок. И далее вот она идет вторая петелька в начале обвязки. Через нее протягиваю отрезок нити. И теперь только через центр первой петельки протягиваю. Вот у нас получилось, как 2 петельки идут и соединяют обвязку в кольцо. И теперь этот отрезок можно протянуть на изнанку и уже на изнанке здесь сделать узелок и замаскировать ниточку. Все, теперь следок можно примерять и второй вязать точно так же, как и первый.